Привет и добро пожаловать на наш новый канал. Меня зовут Андрей Ефимов, я автор проекта TimeLab. За 12 лет работы мы успели побывать во многих редких локациях, посотрудничать с крупными киностудиями мира, такими как Universal и Paramount. А наши кадры в своих проектах используют. Здесь, на нашем новом канале TimeLab Chronicles, мы планируем выпускать фильмы, в которых... Что знаете, что если назовешь корабль TimeLab? Обязательно случится какая-то жопа. Это наш нулевой выпуск. Я в детстве около 7 лет играл в оркестре в Аничкином дворце. К искусству, тягу к прекрасному. Уже в школе так получилось, что я стал заниматься видео. Я не знаю, откуда это, с чего это началось. Я когда смотрел, что какие-то там друзья что-то снимают, такое совсем простое, я почему-то всегда понимал, что я могу сделать лучше. Мне крестная подарила камеру в классе в 7-8, наверное. И с тех пор все началось. Мой портфель состоял из видеокамеры, фотокамеры и пары тетрадок буквально. И мы каждый день что-то снимали в школе. И в конце года делали большой фильм там, с нашими развлечениями. Даже я попал на экскурсию по местам Достоевского. Нам тогда показали чердак, где жил Раскольников. Как раз тогда зарождалась руферская тусовка. Это примерно 2007, 2008, 2009 год. У него был фотоаппарат, он давал мне фотографировать. Вот, и мы подумали, что, наверное, можно было бы и сейчас выйти на крышу и посмотреть. Это было... Первый наш заработок тоже был связан с крышами. Когда у нас уже появилась какая-то база большая, мы начали водить экскурсии. Примерно пару лет спустя я увидел ролик в стиле таймлапс про Ванкувер. И он так сильно меня вдохновил, он был очень-очень качественный. Но я понял, что для его создания не нужна была сверхдорогая аппаратура. Он был сделан на обычный фотоаппарат, такой же практически, как был и у меня. Я помню, что первый вообще кадр к первому таймлапсу был снят на крыше на углу Невского и Мойки. Я понял, что нужна какая-то динамика, и как раз Невский с этим трафиком сумасшедшим как раз очень хорошо подходил. Также в кадре еще была Мойка там, с проходящими катерами. Кадр был очень сильно наполнен. Спустя год съемок я наконец закончил свой первый таймлапс, выложил его на YouTube. Какое-то время, я помню, еще, по-моему, месяц, он был в закрытом доступе. Я вообще забыл про него. Это был декабрь, по-моему, и уже только в январе я вернулся и смотрю, а там в районе 20-30 тысяч просмотров. Я думаю, как так? Видео в закрытом доступе я скидывал буквально нескольким людям, и оно разлетелось. Я тогда был вообще в шоке. Ну, потом уже выложил его в открытый доступ, там, разослал по каким-то форумам, и спустя некоторое время оно набрало 1 000 000 просмотров. Довольно короткое время. По тем временам, 2008 год, по-моему, это было прям очень много.
После успеха этого видео меня стали звать в разные проекты в сфере фото и видео. Я попробовал себя в роли репортажного фотографа на Петербургском экономическом форуме, и в роли фэшн-фотографа, и в роли интерьера. То, что только не снимал. И зачастую, конечно, проваливал миссии, потому что мне было мало лет, у меня не было опыта, но я при этом соглашался на все, что мне предложат. Однажды я даже поехал как оператор на документальный проект, как главный оператор. Там был еще хорошо второй, типа помощник. Но по факту в первый же день, когда режиссер увидел, что я вообще ничего не умею толком, то есть рек только нажать и все. То есть тот, который помощник, стал главным оператором, а я стал помощником. И, конечно, все были очень недовольны. В 2013 году ко мне обратились за созданием видео о Петербурге для саммита G20, который как раз проходил тогда в Питере. На тот момент все основные ракурсы с крыш уже были рассняты, и хотелось чего-то свежего. Поэтому, чтобы получить какой-то эксклюзивный материал, я решил арендовать самую высокую в городе автовышку. Мы ставили его в центре города, там на Дворцовой площади, на Невском проспекте. Поднимали меня в люльке на высоту 50 метров, и я по рации просил водителя двигать люльку там на 1-2 метра каждый кадр. Чтобы снять один кадр, нам нужно было пригнать вышку, расставить ее, там, поставить эти кегли вокруг, поднять меня и в течение там 2-3, бывает 4 даже часов снимать. А сейчас ты можешь просто прийти, поднять дрон, нажать функцию таймлапса и там за 15-20 минут снять то же самое. В том году на это уходило там полдня или даже больше. Еще примерно год спустя стали появляться доступные комплектующие, из которых можно было собрать свой дрон. Я обратился к другу Илюхе, который занимался электроникой на тот момент. Так мы стали собирать свой первый дрон. Это заняло довольно много времени. Сначала очень многое не получалось. Мы постоянно ездили на тесты, постоянно он то не взлетал, то падал, то еще что-то. Это был очень сложный вообще процесс. Спустя какое-то время все получилось. Первая съемка, которая была на наш самосборный дрон, мы снимали, как буксировали Аврору по Неве. Тогда было ужасно страшно. Тогда же мы познакомились с Андреем, нашим пилотом. Самое интересное, что на следующий день мы поехали снимать коммерческий заказ, и в первый же взлет дрон рухнул с высоты 100 метров. То есть мы думали, он просто каким-то чудом не рухнул в первую съемку на Аврору, не упал или в Неву. В следующий год у нас собиралась команда, мы активно занимались коммерческим видео, а также параллельно развивали свой продукт, свои работы. Мы на самом деле до сих пор не придумали название им. Это такие яркие художественные видео в импрессионистской стилистике, где основа нашего интереса — это построение композиции, поиск и исследование света и цвета. Мы выкладываем наши работы на YouTube-канал, и сейчас у нас около 500 000 подписчиков. В последние годы мы стали много путешествовать, проводим дома, наверное, 1-2 месяца в год в среднем. Часто бываем на очень редких локациях. Например, мы были на острове Врангеля на Чукотке, на земле Франца Иосифа, это самая северная территория России. В 2020 году, в январе, мы были в Китае, как раз когда там начиналась пандемия, и нам пришлось эвакуироваться. Нихао. Потом мы поехали на машине в Европу и застряли там из-за закрытия границ на 4 месяца. В прошлом году мы снимали в Индонезии, тоже когда она была закрыта для туристов. В этом году проехались на машине по Ирану и по Памирскому тракту. У каждого нашего путешествия есть своя миссия – найти редкие фактуры, найти уникальный свет и сложить все это в гармоничную композицию, для того, чтобы дать зрителю почувствовать атмосферу этого места и передать хотя бы часть эмоций, которые мы получаем, когда здесь оказываемся.
Welcome to Mauritania. 我想要赚大钱，我想要实现1000线对话筒后2遍，我想要数钞票，我想要开超跑，我想要你不要上这些纸质，我永远比你屌，我想要5个亿。Don't listen to this, kids. Close your ears. Чё, ебать хуя, чё. Иди сюда, на. Кто такой, блядь? Поскольку мы все равно активно снимаем в каждое путешествие, мы поняли, что материал у нас гораздо больше, чем 3-5-минутное видео, которое у нас получается на выходе. Плюс хотелось бы рассказать немного о жизни, о бытии в путешествии, как все организовывается, что с нами происходит, какие приключения. Потому что приключения есть практически каждую экспедицию. Поэтому мы решили делать такие выпуски, в которых будем рассказывать максимально подробно о том, что с нами происходило. И дополним это нашими красивыми съемками с дрона. Вообще, я когда анализировал вообще свою жизнь, свои увлечения, занятия, я понял, что у меня постоянно был какой-то недостаток адреналина. В школе это было связано с какими-то хулиганствами. Потом, в более поздние годы, эта тяга, она перешла в увлечение руфингом. Мы лазили, там, перелезали с крыши на крышу, вылезали из окон, просто какие-то еще сумасшедшие вещи делали, залезали на краны высокие. Позже эта тяга к адреналину перешла в увлечение дронами. То есть каждый полет дрона — это всегда тоже определенный риск. Даже если ты делаешь все по правилам и легально, все равно это воздух, и всегда есть какой-то риск и опасность. Мы надышались парами серы. Дрон просто перевел мотор в холостой ход и плюхнулся прямо на пузо. Я думаю, Андрей должен ответить. Мы его делали сколько? Месяца, наверное, 9. Я справился с работой за 13 часов. Я, конечно, горжусь собой. Над бескрайним океаном летели великий ворон Кутх вместе со своим сыном. Долго летели, устали, и не было им места передохнуть, только бесконечная водная гладь. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте. Таймлаб. Ставьте лайки.